Представите мою компанию. Hola, salúdame, seguidores. ¿Cómo? Salúdame, seguidores. No te han visto por medio año. Por medio año. Sí. Porque como ya he pasado como medio año, como desde primavera. No ha pasado. Говорю, поздоровайся, короче, с моими подписчиками. Она говорит, привет, типа. Я говорю, они тебя не видели полгода. Она говорит, уже прошло полгода. Я говорю, да. Ребята, видите, время летит. Короче, у нас сегодня такая встреча, как вы поняли, да, мы встретились, гуляем. Вот, с красивой девчоночкой, по которой я как бы не слабо, ребята, скучал. Которая не сильно торопилась со мной, ребята, навстречу. Ну, ребята, это жизнь. Вот. Прошло нежданно-негаданненько, короче, полгода, и мы встретились. Что я хочу вам показать, ребята, сегодня? Сегодня мы приехали в район, который называется Манрике. Я вам скажу, что район, ребята, опасный. Причем это вам подтвердит любой таксист и каратист. Давайте пропустим эту компанию красивую. Вот. Так что, ребята, район опасный сам по себе, как таковой. Вот. Можете посмотреть на публику, на чем она здесь ездит, как она проводит время. Собственно, для этого мы здесь с вами сегодня, ребятушки, и собрались. Это как бы выяснить все, да, то есть не понаслышечке, чтобы это не было какой-то иллюзией, там, догадочкой, как бы, и левым рассказиком, ребята. Все только, как вы помните, у нас здесь только правда, ребята. Так, короче, моя красотуля немножко тоже, ребята, в таком культурном шоке, насколько происходит, как бы, такой откровенный, наглый, как бы, съем и срез, ребята, ну... Говорит, я думаю, я вам перевожу. Окей, Диме. Que me acaba de encontrar a la única con que yo canto. Como tu ex-novio? No, ¿Y con quién? mi grupo musical. Окей. Короче, волнуется, что может здесь встретить знакомых. Ну, ребята, это жизнь. Как бы можно встречать знакомых, как бы и не только здесь, в разных местах. Да, какая-то пиццерия. Puede ser más tarde, gracias, señor. Вот, какой-то паренек куда-то нас там звал. Здесь что? Aquí hay como clubes o qué? O comida? ¿Qué aquí? Para comer? Окей. Поносимos. Блять, пропустил такой вариант, ребята. Такой вообще Голливуд пошел. Причем там надо было снимать именно конкретно спереди, ребята. Короче, ребят, район Манрике. И именно эта его часть. Улица называется 45-я. 45-я. И ночная жизнь. Можно в такси так водить, типа, короче, ночная жизнь. Манрике, улица 45, ребята. Вот. Посмотрите на эту ночную жизнь, на красивенькую. Клубы мы вам, короче, ребята, подснимем здесь все. Всю ночную жизнь, без исключения. Вот. Мой конкретно это первый раз здесь, ребята, как вы видите. ¿Qué vamos a hacer? А, окей, podemos. Говорит, пошли ко мне домой. Говорит, я переоденусь красиво. Говорит, да, видите? Говорит, я выйду красивая и поедем на дискотеку. Я говорю, ну давай, она говорит, все, класс. Просто видите, она думает, что она некрасивая, но для меня-то она как бы красивая. Вот. Более чем. И не только для меня, как вы видите, ребята. Короче, как вы поняли, аппетитик приходит во время еды. Только выдвинулись, прошли часть этой улицы, ребята, распрекрасные. И как бы моя красавица уже хочет немножко ехать на дискотеку. Mira, Говорит, смотри. muestra allá. Esta es una de las más famosas aquí. Говорит, это, говорит, одна из самых... El último piso, es una de las más famosas aquí. ¿Cómo se llama? Heaven. ¿Cómo se pronuncia? No sé. Heaven. Heaven. Ага. Как называется? Heaven. Ребята, рай, поняли? Y el cubo también es muy famoso. Куба? El cubo. Ah, Cuba. Ahorita vamos allá. Говорит, сейчас туда пойдем. Entonces, ese ya termino de esta calle. Necesito volver? А, окей. Короче, ребята, эта прекрасная улочка немножко заканчивается здесь. Сейчас хочу пройтись по другой стороне. Вам показать. Потому что, как вы видите, здесь максимально, ребята, срез присутствует. Вот, один только вот этот перекресток чего только стоит. Посмотрите. Какие Голливуды ездят, на каких
регетоновских нарядах. Смотрите, пробка, сейчас, короче, качеля будет. Что происходит? Можно нельзя снимать, что происходит? Что за остановки такие посреди дороги? Вот, смотрите, ребята. Ага. Видите? Чем чурки шутит, ребята? Регетон, кто в лифчике, а кто в капюшоне в зимнем. Симу, Рико, Мейнканто. Хуепута, говорит, ребята. ¿Cómo pasar aquí? Aquí funciona eso o no? Parece que no. Говорит, здесь работает, короче, этот черный, как он называется? Черный, ребята, черный этот светофор. Так, пришло время, короче, перепрыгивать через дорожку немножко. О, посмотрите, ребят. На. Понятно? Короче, ребята, улочка знатная, я вижу уже, как у меня получилось этой улицей. Короче, ехал я как-то раз на такси. Я не помню, от кого я ехал, к кому я ехал. Я просто не буду вам врать, потому что я просто не помню, ребят. Так, это значит здесь, короче, очередь на дискотеку на это. 10 вечера. Уже люди собираются, короче, в очередь. Так, смотрю, какой-то подозрительный типок подостановился. Я его пропущу, наверное, вперед. Ага. Короче, видите, ребят, этот тип, я не знаю, что он там стоял. Но я его вперед, короче, отпустил. Я конкретно не по фэншую, когда кто-то, короче, меня... Когда кто-то меня... Я счастлива. Мне не по фэншую, когда кто-то меня пасет, а потом тормозит за моей спиной. Я стараюсь не допускать. Поэтому, ребята... I am happy. I'm happy, да, видите, говорите? Сильно more. Вот, поэтому... Этого паренька, короче, видели, да, технично я, короче, провалил вперед. Он хотел меня провалить, а провалил я его. Мы посмотрим. Вот. Двигаемся дальше. Музычка, культурное движение. Культура, ребята. Как вы видите, девчата нарядные. На красивых, на улыбках, на беленьких зубках, да. На волосиках, на макияжике, короче, на регетоне. И, в общем, красивые и бодрые ребята девчонки. Короче, продолжаю свой рассказ, как у меня конкретно вышло с этой улицей. Ехал я, значит, от какой-то девчонки, не помню от какой, давно это было. Вот. Ехал и проезжаем, короче, эту улицу, просто вот так вот перекресток мимо. И я такой смотрю, что-то здесь как-то шумно, людно, короче, гудно. Вот, я такой говорю водителю, тихо, говорю, что это, короче, кстати, тут уже съем прямо по пути. Говорю, что это за улица? Он говорит, это Манрике. Я говорю, это улица называется? Он говорит, нет. Говорит, район. Я говорю, а улица как называется? Он говорит, 45. Я говорю, Манрике 45? Он говорит, да. Так я, ребята, и запомнил. Но из-за всего колорита этой улицы, как вы видите, колорит здесь колоритный, ребята. Такой голливудский, да? Вот, я, собственно, сразу понял, что здесь вероятность опасности, да, ребята, повышается как бы, ну, в разике. И, собственно, у всех, у кого я не спрашивал, все по этому поводу так, ребята, и отвечают. Еще ни один не сказал, что Манрике это, типа, безопасно и, ну, типа, все нормально. Вот. Поэтому, ребята, я собирался не только с мыслями, но еще и с компанией, да. Сегодня тот случай, когда совпали пазлы, совпала компания. Семьяном. София. ¿Volvemos después? Sí, pero vamos primero. Entran de tomar un granizado y en la vuelta y Gracias. Cambiamos la ropa y volvemos, ¿cierto? Opa. Посмотрите, ребят, как экзотично. Melo, piso 3. Acá, arriba, acá. Aquí. Sí, vamos. Es que nosotros ya vimos para que
это звучит довольно как бы примечательно. Habla con ella. Окей, gracias, ага. Вот, короче, видите, какой-то ивент, ребята, намечается. Ну, как вы видите, gracias, выглядит довольно все так. Mira, eso. Ah, pero está apagado. Ese trick también es muy... Ese trick también es muy bueno. Ese no, el de allá. Y ese es como... Короче, ребята, самые популярные клубы, значит, вот здесь вот эти вот 3 по крышам, как вы поняли. Вот. Будем знать. Неплохо было бы попозже в один из них зайти, как вы думаете? Ребята, в чем прикол этого места, что здесь вот так вот каждый день. Сегодня суббота, но в субботу ждать не надо. Здесь такое движение каждый божий день. Это немножко в горах, то есть повыше, да? Медельин, в принципе, в горах, а сейчас мы еще немножко больше в горах. И чем выше в горы, тем, ребята, колоритнее в Медельине. И опаснее. То есть опасность повышается прямо пропорционально как бы высоте поднятости горы. Приехал, ребята, товарищ, гость на экскурсию с Австралии. Он пошел снимать, он, короче, все голливудские места. Ему потому что интересно, он все готов завпечатлеть, ему все интересно. Говорит, ой, фавелы, мы в реальных фавелах. Ребята, привез фавелу. Станция называется Сан-Хавьер метро Кабле. Вот. Хочу сейчас с ним прокатиться вверх до самой конечной. И, собственно, вам это все осветить. Вон, смотрите, видите, как все отснимает тщательно, так же, как и я. Только тщательный, ребята, контентик. Но это мы еще не на самой горе, но даже уже здесь, чтобы вы, ребята, понимали, такие уклоны вниз, что мама не горюй. Но и даже на этих уклонах, ребята, ездят автобусы вверх. Здесь так не могу передать склон, вот, ну, очень он уж больно крутой. И иногда заезжают автобусы, иногда им надо давать там задний ход, чтобы разъехаться. Ну что, короче, проходка на станцию, как вы поняли. Смотрите, такой заход. Как вы видите, красивые люди максимально везде. Я здесь еще, по-моему, не ездил. Или если ездил, то ездил с малышкой Линет, которая работает, собственно, поваром. Так, тикет-бот. Станция, ребята, кому интересно, полюбуйтесь, можете вон отсканить. Ребята, посмотрите, знакомлю вас, значит. Вот такой вот паренечек приехал с Украины, красивенький, нарядненький. Привет всем. Привет всем. Тема Украины очень актуальна, все спрашивают часто, а где? Мы политику не обсуждаем, просто Украина. Вот. Значит, Мы за мир во всем мире. за мир во всем мире. И за хорошее настроение. Представься в двух словах, как тебя зовут? Зовут меня Герман, я из Украины, Донецкая область, Краматорск. Понятно. Приехал к хорошему другу своему, к Максу. Вот. Сколько тебе лет? Мне 44 года. Ребята, зацените теперь паренька. 44 года ему, и при этом всем сыну 26. Давайте, я тебя можно вот так вот отсниму? Конечно. Полный просто, ну, съем и срез общества, потому что Стараемся путешествовать. часто пишут такой комментарий: вот у тебя другу там 62 года, сеньор Лендольфа. Говорит, мы в 35 уже старики. Ребята, вы-то в 35, может, и старики, а вот такие вот хлопчики с Украины немножко как бы 44, и детям уже по 26. Так что, ребята, дерзайте, дерзайте. Ребята, дерзайте. Путешествуйте, путешествуйте. Да, и по спорту делайте нормально. Чемпион Украины по Киоку Шанкай. Сделай так вот ногой, чтобы видели. Майя Герри. Понятно, Майя Герри. Так что, ребята, смотрите, не буксуйте с украинскими хлопчиками. Окно, ребята, мутное, но снимаем как можем, видите? То есть из того, что есть. Видите, как мы над городом возникаем? Обратите ваше, ребята, внимание. Вы любите такие слова, я не буду сейчас это, наверное, так сильно озвучивать. По-испански эти слова называются баррио, район. С двух сторон, чтобы увидели. Видите, люди прям в горах живут, поднимаются. Проезд стоит 80 центов. Сами переведете там на рубчики, гривночки и доллары, и евро. Видите, иногда так подкручивается наша кабинка. То, что на окне вот это на масть. Здесь уже видите райончик. Смотрите, как мы будем проезжать по этой, ребята, дороге сверху. Ребята, отличительная черта, здесь так ходят по ступенечкам вверх, то есть, как вы поняли, все это находится на горах, и люди поднимаются и спускаются.
Ты так тщательно отснимываешься. Контент. Ну, короче, выплюнулись на конечной. Gracias. Ага, gracias. Значит, в чем фишка? В тот раз мы были с Линет, но мы были поздно. И мы не выходили, получается, не освещали вам конечную. А это, ребята, конечная. Поэтому я сейчас хочу вам немножко подосветить. Так, здесь что у нас? Линдо! Вот. Осветить, что здесь есть? Си. Más adelante. Продажа. Как вы видите, девчоночки, как всегда, на мопедиках. Ребята рассекают за рульком. Фруктики. Buenas tardes. Фруктовые салатики вкусненькие, видите? Натуральный С сырком. Все натуральное. Это все отсюда, с Колумбии, да. Да. Органика, ребята. Опа. Смотрите, фрукты. Вот это, короче, вот такой банан, который был в супе. Вон, вот видишь, вот тот большой. Серьезно? Да, но я тебе, помнишь, говорил, что большой банан? Это какая-то... А, вон они, бананы эти. Ты узнал? Видите, смотрите, ребят. Собачки. Ты спрашивал, говоришь, нету? Смотрите, он денежки любит раздавать, украинский хлопчик. Всем дает денежки. Видите? Он презент, он регало. Обняться, обняться. Тебя зовет обняться. Видите, и поцеловаться. Ну, культура. Бог тебя благословит. Говорит, и нам тоже дай денег. Gracias, ага, бендиго. Ты спрашивал, ты говоришь, собак нету на улице. Вот тебе, смотри, какой Первый есть. раз я вижу собаки. А вот смотри еще раз. Первый раз. То есть, оказывается, жизнь есть, да, на районе? Вон еще одна собака, видел? Я удивлен. Ты удивлен, да? Короче, гуляли в центре, не было собак. Вот смотрите, здесь есть. Я спрашиваю, почему нет беззубных собак? Площадка с граффитем, сейчас вам сделаем. С граффитем, это я неспроста так назвал. Не потому, что у меня пробел в русском язычке, а потому что, ребята, так оно называется. Так, вон человек пошел уже со своей... Какой-то скупился здесь в супермаркетике. А, это, короче, понятно. Значит, площадь на районе. Это жилье бездомного, чтобы вы поняли. Кстати, еще какие дома новостроены. Да, есть у них здесь много так. Это, кстати, на каждом вот так вот районе, чтобы ты понял, есть такие пятиэтажечки, и местами, как там, строят свечечки по 20, по 30 этажей. Ну ты еще, ты видишь, не так все плохо, да. Вот, и если ты, допустим, знакомишься с девчонкой, к примеру, в интернетике, то есть большая вероятность того, что она приедет откуда-нибудь вот отсюда, или вот откуда-нибудь вот оттуда. Герман говорит, что это маленькие попугаи, но вы знаете, я ему верю, потому что когда в клетке были попугайчики разноцветные, они были Я тоже в Австралии похожи. живу, у меня там попугай, я разбираюсь. Понятно, ребята, Герман живет в Австралии, и он разбирается в попугаях, в живности. Посмотрите, ребят, город находится в такой как бы в долине, да, и со всех сторон окружен горами Он как в чаше. и фавелами. В чаше, да? Ребята, что мне нравится в Германии, вы меня знаете, как бы я просто так вещи не говорю, не обманываю и не преувеличиваю. Что мне нравится в Германии, что он с самого начала все хватает на лету. Вот просто хватает. Я не успел ему только рассказать, показать, он уже все сам понимает. Еще, ребята, Герман, если за что-то берется, то он доводит дело до конца. Видите, как он основательно и тщательно снимает контент. То есть он не упускает ни одной секунды и ни одного, ребята, кадра. Чтобы вы поняли, где мы с вами находимся. Видите, на полете орла, на высоте полетов, ребята, орла. И что самое интересное, вот такие, как бы, да, кабельки, метро-кабельки. Вот, пожалуйста, супермаркет. Все как полагается, все, что вам надо и даже больше. Белки, да, возникают свечечки, то, о чем я говорил, такие высокие. Видишь, на свечка? Ага. Такие высокие домики. Удивительно, да, фавелы идут и идут такие новострои классные. Ну, сейчас, когда мы проходили, получается, возле этого мостика, были такие, получается, домики, как в фавелках на Филиппинах, ребята, вообще совсем из как бы картонки, да, таких вот крышки. Ну, я вам сейчас покажу. Вот они там вот больше ярко выражены. Видите, вот такие совсем как бы печально грустненькие вариантики. Тем временем жизнь не останавливается. Есть все. И футбольные мячи, и собаки, и фрукты. Горочки. Такие горочки, ребята, поднимаются на автобусиках. Сейчас мы показали примерчик, ребята, заразительно общаться в транспорте.
Герман, без всяких договоров и подговоров, твое мнение, в Колумбии опасно? Колумбия, да, есть моментами, даже мне было страшно. Tengo cosas pendientes y ya. Сегодня был случай, мы шли, и прям было нападение на прохожего. Я вообще был удивлен. В принципе, здесь прикольно, но есть моментами даже мне очень страшно. На американцев напасть хотели. На американцев хотели напасть, я просто в шоке был. Причем на черного, не на белого. И так жестко на него напали, я думал, могут даже и убить его. Ну там было близко. Повторюсь, никого не принуждаю, никого не запугиваю, никого не обманываю. Езжайте, хотите сами, хотите с друзьями, хотите с семьей. Ну, езжайте, это нормальная тема ехать. Но едьте без иллюзий. Не надо думать, что здесь просто как бы, ну, маслом помазано. Знаешь, как мне, вот я встретился с подписчиком в Рио-де-Жанейро, он приходит, человек меня знает 5 минут, он мне говорит: слушай, а вот правда говорят, что здесь типа в Рио-де-Жанейро опасно, а то все типа говорят Латинская Америка. Я говорю: чувак, то, что тебе говорят по поводу безопасности, умножай на 10. Здесь еще опаснее, чем они тебе говорят. А он мне, знаешь, он послушал такой и говорит: ну ты же живой. Не, ну на самом деле надо смотреть, ездить, изучать. Но я вам скажу так, лучше перестраховаться. Лучше довериться человеку, который бывал, который знает, как здесь быть, где можно ходить, где можно посещать места. Это даже мой совет. Я много был в многих странах. Я всегда советую, нужно максимум изучать и довериться тем людям, которые максимально знают эту страну, знают районы, знают, где можно находиться, как себя вести. Это немаловажно, как себя вести, потому что вот я сегодня начал снимать, а там снимать в этом месте нельзя было. Ко мне сразу подбежали, начали на меня как бы проявлять ко мне агрессию. То есть я этого не знал. Видите, я подошел к Максу, уточнил, спросил, говорит: конечно, здесь снимать нельзя, потому что может быть такая очень неприятная история. Эти моменты нужно уточнять, и я самое главное хочу вам сказать, что нужно путешествовать и всегда доверять тем людям, которые максимум знают про эту страну и могут себя здесь правильно вести. Доверяться профессионалам, кто разбирается по культуре. Береженного, знаешь, береженного Бог бережет, а не береженного конвой стережет. Так что это 100%. Понятно? Смотрите, как четенько они один за одним просто устреливают вдаль, ввысь, в горы, ребята. Ущелье Хантёки. Еще один. Так ты посмотри, И свечечка. фавелы и стоит новострой хороший. Да. И стоит, что Какой это? контраст. Люберцы или что это? Или как район называется какой-нибудь? Московский. Мытыщ. Там за наш акцент не заметят, да? Это Мытыщ. У меня, кстати, друг был с Мытища. Такие прикольные домики. Кстати, ты обратил внимание, что мы находимся как бы в горах, но при этом всем есть пальмы, обрати внимание. Есть пальмы, да, и очень, кстати, зелено. Кстати, я обратил внимание, дороги очень хорошие. Понятно? Ям таких я не видел, прям Ребят, ямных ям. Человек с Украины, видите, родом, ребята, и говорит, что в Колумбии, в стране первого мира, очень хорошие дороги. Как вы любите писать в комментариях, типа, такие фразы там про Филиппины, про там Колумбию, Бразилию, страны третьего мира. Ребята, Здесь большой проснитесь. трафик, но Ребята, конечно, давайте сделаем легкий срез общества. Очень. Короче, мы выехали на метро. Сейчас будем делать, ребята, таксо. Что, твое мнение, 2 локации за сегодня пока что сделали 2 локации. Макс, Как продвигается как бы туризм? пробегает это интенсивно, классно, я под большим впечатлением. Я еще раз повторю, я много где был, много что видел, но здесь я просто, для меня это такой контраст. Здесь действительно видишь и культуру ихней, очень интересно, классно. Действительно, я сегодня получил массу впечатлений. Показал мне такую красоту. Это только полдня и пол нашей программы. У нас еще все впереди. Ребята, раскрываем тему Колумбии. Метро. Двигаем, ребята, на выход. То, как я и говорил Герману, говорю: Герман, не торопись, потихоньку все сделаем, все покажу. Вот. Раскроем. Так что, ребята, продвигаем, раскрываем. Вот тоже, видишь, как люди рюкзаки носят из-за безопасности. Спереди, понял, чтобы ничего, короче, не свистнули. Вот такие шляпки тоже максимально, короче, местная тема, Ребят, колумбийская. если едете в Колумбию, я вас настойчиво рекомендую, обращайтесь к Максу, он вам покажет, действительно строит Колумбию, как она есть. Вот сейчас без уточнения, куда мы ездили и что мы видели. Вот просто я хочу вот эмоцию, допустим, вот мы как бы вот продвигаемся, занимаемся туризмом, и я тебе вот как туризм показываю, раскрываю город изнутри. Как я всегда говорил, что на YouTube у меня верхушка айсберга, а тебя сейчас вот проникаю то, что нету на YouTube, никогда не будет. Макс, сказать я, что по впечатлениям ничего не сказать, я просто, я не знаю, меня переполняет эмоции. Я, честно говоря, такого никогда не видел.
Это просто пушка. Ребят, эмоции живого человека. Мы не договаривались, просто сейчас вот он говорил свои эмоции, я достал телефон, чтобы еще это запечатлеть для себя. Он просто делился. Минуты 3-4-5 я хотел уехать, но когда я начал видеть всю эту красоту, я немножко подрастерялся. Я, честно говоря, такого еще никогда не видел. Это просто, пушка, огонь. Я бы так сказал, 10 из 10. Но вот если был бы у тебя вариант, как бы ехать как туризм самому, или приехать лучше к человеку, вот сейчас уже этот вопрос можешь чуть Я поднимать. даже не хочу разговаривать 100%. 100% самому здесь делать нечего. Это железно. Я не знаю, во-первых, таких мест. Ты не будешь знать таких эксклюзивных мест, таких локаций и так далее, и так далее, и так далее. Лучше всего это съездить с человеком, который здесь все знает и который может тебе все рассказать, правильно тебя повести. 100%. То есть игра стоит свеч, да? Игра стоит свечи, я настолько доволен, меня эмоции просто переполняют. Я действительно говорю это все от души, не только, допустим, на камеру. Я Ребят. получаю отдых на 100%. Это стоит. Это не стоит. Это стоит этих эмоций, Это да? стоит. Макс, спасибо тебе, честно. Большое, пожалуйста. Ребят, третья локация. Вот так вот потихоньку двигаемся, не торопясь, потихоньку, не спеша. Отдыхаем, узнаем город, погружаемся. Я хотел ехать в Мексику, в Канкун, но я уже думаю, я не хочу уже в Мексику, в Канкун ехать. Всё. Я хочу оставаться здесь, потому что здесь очень классно. Ребят, а когда мы переписывались по инстаграму, я говорю: Герман, допусти себе мысль, что ты не захочешь уже. Он говорит: так, куда я дальше там? Чили, там, Бразилия, Панама, там какие-то страны. Я говорю, на секунду просто допусти мысль, что ты просто никуда не захочешь. Пока, говорю, сильно много билетов не покупай. Просто сначала здесь посмотри. Я говорю, я не могу тебе много говорить. Я не люблю говорить там, как бы, да, там, на расстоянии. Я хочу тебе показать. Я говорю, ну пока просто допусти эту мысль. И вот сейчас человек первый день, первые сутки, пока что идут еще, и уже начинает мысль допускаться, что никуда не Ребят, хочется. То, что покажет вам Макс, я даю 1000%, не покажет вам никто. Даже есть колумбийцы, не знают таких локаций, как знает Макс. Вот мы едем в такси, человека спрашиваем, он говорит, я эту локацию не знаю, так хотя человек прожил здесь всю жизнь. То есть доверьтесь на все 100. Если вы хотите классно, кайфово, отдохнуть, посмотреть Колумбию, увидеть такие эксклюзивные вещи, 100% обращайтесь, Макс вам поможет, я вам гарантирую. Вот, ребята, подтверждение этих слов мы с этим таксистом, он нас, кстати, ждал в одном месте. ¿Esa era primera vez cuando usted fue por ahí, sí? Primera vez que entro allá. Primera vez, видите, ребят, первый раз. Хотя человек здесь родился, вырос и живет местный. И тем не менее, первый раз. Так что, ребята, эксклюзив. Двигаемся дальше. Одна из наших, ребята, локаций, 4-я по счету. Хочу вам показать этот раз прекрасный, ребята, понедельничек. Вот. Герман очень переживал, говорит, типа, а вот, типа, ну, вечер, что мы там, типа, короче, люди, не люди, там, что мы будем делать? Я говорю, Не будет людей в понедельник. Я говорю, всё- оказался неправ. я говорю, все нормально, не волнуйся. Я говорю, здесь это Латинская Америка, это как в Азии. Здесь люди вжаривают каждый день, не переставая. Вот. В Азии, ребята, кто из вас был в Таиландах, допустим, да, там еще где-то Филиппины, там, Китай, там. Ну, в Азии много людей, они там вжаривают хорошо. Ну, не Здесь позитивные, улыбающиеся люди. позитивные люди, понятно? Просто, куда ни Да. посмотри, все улыбаются, все отдыхают, все на хорошем настроении. Но ты, пожалуйста, этим сильно как бы не трогайся и как бы не иллюзируй. Потому что они с улыбочками грабят. Ну да. Меня когда грабили с ножом с большим, он улыбался. Он говорит, как дела, паря? Люди, когда заходят в этот, грабить в автобус, он говорит, отдайте мне ваши деньги, пожалуйста. Он не говорит, эй, ты собака То подлая, есть а он не ну-ка. с агрессией идет, правильно? Он говорит, Да, он говорит, отдайте мне ваши деньги, пожалуйста. Но человек, который, пожалуйста, не отдает, он знает, что он лишится возможности жизни, пожалуйста. Понял? смотри, какие позитивные люди. Позитивные люди. Герман обращает ваше внимание на позитивных людей. Так вот, ребята, понедельничек. То есть он, конечно же, не азиатский, а Латинская Америка. Но здесь люди, как вы видите, вжаривают гораздо не слабже, да, ребята? О, 4-я локация, мы погнали. Срез общества. Показываю вам. Любуйтесь, ребята, на эти понедельники. О, какие красивые девушки в понедельник выходят. Выходят погуляться. Ребята, понедельник. Поделать ням-ням. Так, котик Максик не обманул. Оля, ¿cómo están? ¿Todo bien? Девчоночки, видите, врываются хорошо. Так что, сейчас покажу Джеки Чан. Считается топовое, ребята, место. Популярное. Такое. Люди сюда ходят.
Раньше вроде как не были официанты в шляпах. Сейчас они в шляпах. Вот. Посмотри, здесь тоже справа хорошо. Девчоночка, обратил внимание, они с парнями? Да, обратил. Ага. Вот, и вот хорошая, короче, посада Леон, тоже можно посидеть. И здесь как раз будет немножко потише. На фоне Джеки Чана сфоткать тебя. Будешь? Популярное место, не? Джеки Чан бомба, ты что? Джеки Чан нравится тебе? 100%. И написано вилл как Джеки Чан. Да. Джеки Чан, ребята, это наш кумир как бы из детства. Мы смотрели, да, много? Да. И я. Мы все, ребята, походу, выросли с вами на этих фильмах. Потому что у меня прослойка зрителя, короче, 35-44. Основной, ребята. Посмотри, ребята, вот вам Герман показывает. Фестиваль. Это фестиваль красивых людей мира сего. Вот Герман приехал, вот посмотрите, вот он просто первые сутки. Привел хорошо в хорошее кафе. Смотрите, как он делает. Напротив театра Виктория сканирует кодик, чтобы разобраться по меню. Будем кушать колумбийскую кухню. Колумбийскую кухню, понятно, ребята? Вот. Украинские хлопчики знают, как надо развлекаться. Они как бы, ну, не балуются так понарошку. Делают хорошенько. Сейчас выберет фоточки. Покажи, фоточки есть? Пока не нашел. Сейчас найдет фоточки. Комида — это еда. Вот. Сейчас будем смотреть. Вау. Смотрите, вау, первая реакция, слышали? Ребята, посмотрите. Посмотрите. Не чудо ли это? Ребята, вот такие вот вкусненькие еды вам показывает Герман. И, кстати, здесь еда очень вкусная, она натуральная. Ребята, еда натурпродукт, подтверждаю, под каждым словом подписываюсь. Вот. Ребята, лобстер в банановом листу. Конечно. Все, не вопрос. Вот, смотрите, ребята. Вот это я понимаю, как делают, ребята, нормальные ребята. Лобстеры в банановом листу. Только так вот. Вот тоже сыры И хорошие делают. притом, обрати внимание, сегодня выловлено написано. Свежий улов. Видите? Мы только свежий улов кушаем. Все. Только так. Лобстер на банановом листу. Ребята, ну так вот. Приезжайте в Колумбию, я вас встречу, нормально все покажу, расскажу. Ребята, вы будете довольны, я вам даю 100%. Я вам гарантирую. Давайте, смелее. Белый. Белый, приезжай, пожалуйста. Ты должен быть здесь, с нами. Смотрите. Прикольно, да? В принципе, ясна. Видите, как ребятушки отдыхают, азиатские немножко. Пока некоторые рассиживают там. Отлично. Пока некоторые рассиживают в городах и весях. Немножко опасаясь выдвигаться вот, в соседние села. Братикам, ребята, настоящим. Обращайте внимание. Вон, видите, как фоткаются? Для вас. Вот здесь, смотри, короче, знаковая локация, здесь фоткаются. Да? Да. Что, давай я тебя на твой телефон щелкну. Однозначно да, Макс. Это даже не обсуждается. То есть я тебе плохого не посоветую, да? 100%. Должны только у нас самый лучший контент у нас. Понятно, ребята? Самый лучший контент у нас, как вам сказал Герман. Вот, сейчас будем делать... Да, сейчас будем делать самый лучший контент. Веселый клоун, посмотрите какой. Лобонес носит. Веселый мальчик. Ну вы поняли, что я вам показываю. Самого веселого, ребята, мальчика. Вот. Видите, как он, смотрите, Германа именно раскумарил. Да, чтобы Герман не расслаблялся. О, девчоночки, видите, красивенькие. Окей. Корешочек нормальненький. С котиком Максиком. Келлиндо. О, посмотрите. Да, это Кент наш, да. Еще бы тут бабелла сыпется. Как тут не дружить, как ты хотел. Это дело такое. Макс, я тебе говорю. Так я сам понимаю, конечно. Да. Отра.
Оба, смотрите, фук. Он хорошо делает. Да. Но он шарит. Далеко не дурак, да? Ребята, как говорится, самый цибис. Давайте я покажу вам костюмы и платья, чтобы вы, ребята, ни секунды не сомневались, что здесь по понедельникам все хорошо. Что здесь в понедельничек, ребята, все четенько. Вот. Что мы срезаем все на своем пути. И мальчишек, кто за нами палит, и девчонок, кто красивые и нарядные, ребята. Всех потихо. Давайте я вам покажу эту улицу. Линдо! Как дела, молодой? Ну, не такое обращение, это нормально считается. Мил грасиас, hermano. What you gonna do, понятно, ребята? What you gonna do, это значит, что ты будешь делать. Перевожу вам. Я показываю красивые разные места, ребята. Спортзальчики мы давно не были. Конечно же, спортзал, ребята, это не основной пункт нашей программы. Мы просто так заскочили. Вот, за между прочим. Показать вид легкий. Но больше, ребята, конечно же, по людям, как вы поняли. Поэтому сейчас я вам освещу пару человек красивых. Вот, здесь на втором этаже больше машины на ноги и на ягодичные. Поэтому, собственно, из этого исходя, сразу и публика та, которая интересуется именно этими мышцами. Ну что, как тебе вид? Хороший вид на город? На 1000%. Вот, хочу вам показать, ребята, вот эти машины. Что мне нравится, что машина комбинированная, как вы видите, да, то есть можно заниматься сразу большой компанией, ребята, людей. Видите, помещаться и мальчики, и девочки все вместе. То есть, давай. И вот особенно мне нравится, что здесь он вот этот вот двойной, то есть расширяется нагрузка, получается, на две стороны, равномерно падает. Вот, ребята, первый этаж, как это называется, машины эти, я забыл, которые, короче, кардио. Кардио отдел. Здесь девчонок сегодня у нас поменьше, но тем не менее, ребята. Что есть, то показываем. Сэр Герман приехал из Австралии, ребята, и его заинтересовал этот торговый центр, ему очень нравится. Обратите внимание, как он любуется, то есть, несмотря на то, что обычно здесь посередине какие-то замки либо горки, такие 3-4-этажные, сегодня ничего нет. Но и то этот торговый центр, как вы видите, заинтересовал нашего дорогого друга. Так что я подумал, раз вы, ребята, находитесь там в столицах мира всего, то вам, наверное, будет еще более интересно посмотреть. Очень классно. Вот. Видите? Красиво, да. Девчонка на фиолетовом этом бигборде, вон, видишь, на камере у меня. Ага. То есть вот эти вот шляпы, это здесь национальный, короче, наряд. Они любят одевать вот такие шляпы и кататься на конях. Колумбийская тема, серьезно. А вон, видишь, справа, короче, такое серое здание с надписью Action. Ребята, 5-этажный спортзал. О, видите, Герман удивляется. Hay 5 pisos de gimnasio, ¿cierto? 5 pisos o no? Пятиэтажный, ребята, спортзал. И он такой не один в городе. Action Black. Но мне он не нравится, короче. Там не так много, как казалось бы, на первый взгляд, машин. И те машины, которые там, ну, во всяком случае, я был в одном из них, мне не понравились. Но тем не менее, ребята, 5-этажный спортзальчик. Напишите ваше мнение в ваших городах и весях, столицах мира сего, в странах первого мира. У вас как бы там 10, 20, 30-этажный спортзал, ребят, вы любите? Как вы поняли, его величество 13-й район. Как всегда, видите, ребята, молодежь на мопедиках, с правами и без, с собачками. Да? Поиграйте с собачкой, видите, Герман очень добрый мальчик. Смотрите, раз. Вызывает интерес. Это типа de gora, ага. ¿Cuánto cuesta más o menos? 30.000. 30.000, vamos. Ага. Я бы в такой тоже с удовольствием бы погонял. Ни разу не гонял, но сегодня такое, ребята, настроение шаловливое, просто пошалил бы. Вот. Шалить так шалить, ребята, по полной, правильно? Кого? Шляпы эти? Так это его, это национальная тема. Вон, видишь, смотри, какие они. Медellинские, ребята, шляпы. Ну что, мерь. Да, это пушка, блядь. Это я вчера, помнишь, предлагал? Ребята. Видите, как человек сначала не хотел, No, hay que quitarlo. не снимай. Нет. Только если покупаешь. Да? Да. Вот это красава. Класс. Вообще, смотри вон в зеркало. Ёпарас, слышишь? Смотрите, Вот, ребята, которая вот это, села на меня, вот блядь. это огонь. Видите, он сразу оторвал. Я сразу отрываю. Вот так вот. How much, my friend? 30.000. 30. 30 мин. Sí. Видите, уже говорит по-испански. Органик? С чего сделано? ¿Qué material? ¿Qué material es? ¿Qué material es? Sintético, sintético. Sintético. Синтетику? Organic sintético. Sí. ¿Tiene basura, por favor? Gracias. Я плачу наличкой. Sí.
que no lo impacte. Деньги есть, смотри. Ага, Окей. полтора миллиона. Ну-ка, ребята, а я как буду смотреться? Да ты шо? Ребята, на котика Максика. Фу. Реал Мадрид. У тебя найдет вообще нормально. По-хорошему. Смотрите, ребята, как Герман делает. Золото можно. Да? Но мы здесь больше по другому золоту, если что. Если ты не против. Тут как бы золота хватает натурального. Люди уже по-другому даже смотрят. Ну тогда тебя смотрят просто как на полный этот. Понимаешь, Ты мне полный... раньше не сказал, чтобы я... Я тебе вчера сказал, ты не слушаешься. Ты очень балованный, понимаешь? Я тебе говорю, шляпу не хочешь эту колумбийскую? Ты говоришь, да, нафиг она мне. Помнишь, на этом, когда мы только встретились, у тебя на районе с утра? Да, ты сразу. Я говорю, ни шляпу, ни не пропустил. Видишь, ты подумал, что я тебе какую-то шляпу впариваю. Видите, ребят? Да, Макс, ты видишь, сразу все секреты не раскрывают. Спокойствие и труд все перетрут, ребята. Я потихоньку, видите, как бы вчера предложил, было категорическое нет, сегодня категорическое Ребята, я Макса не называл пожить в фавеле одни сутки. да. Сейчас буду жить в этом районе и буду передавать вам эмоции. Как? Эмоции, ребята, будут передавать. Колоритненький, Просто бомба. понятно? Просто бомба, ребята. Герман, вам плохого, ребята, никогда не подскажет. Я всегда говорю, как оно есть. Смотрите, ребят, вот это огонь. Здесь хорошая граффити, красивая. Смотрите. Опа. Chica lo detona, sabe con la rima cómo le funciona. Esto es pura vida, de joven recado. Yo no me he casado, pero quiero tu casa. Ay, lleva pa'l toque. Y con Candy la rima que lo trote. Y con la rima no hay escama. Y Блогер контент делает. la última, que la Хорошенький. que que traigan un cuadrito y que sea del cacique. Вот мне нравится хороший лук, хороший хейр именно. Такой порядочный, достойный вашего внимания, ребята. У девчоночки причесочку не видел, там он сидит. Вон. Видел, я сразу обратил внимание. Тебя устроило? Я знал, что ты Мой оценишь. человек, мой человек. Такие даже через аэропорт Когда проносят на неё запрещенку. смотришь и понимаешь, Да. сразу настроение поднимается. Смотри, какая интересная. Понятно, ребята? Лучезарный человек, смотрите, хотят фоткаться с ней, видите? За денежки. Это просто. Посмотрите на этих лански, как они любуются этой красотой. Попку муравья не хочешь кушать? Хочу, слышишь? Так это ж смотри. ¿Cuánto cuesta? Otro tengo de 20, 50 y 100. 20, 50 и 70. А зачем это? Это для чего? Eso para qué? Bueno, para qué? Es un alimento afrodisíaco natural, es como una Viagra. Para qué? Viagra. Viagra. Так это не, Для это не, стояка. это представь, это Лянь, это вот эти как они, это не мы, Это для стоячка. это какие-то, это горный какой-то муравей, Лянь. Горный муравей, ребята, чтоб стояк был. Горный. Ребята, вот это вот такую Виагру надо. Тебе же горный стоячок не помешает? Нет, конечно. Ну вот это сейчас бахнет. Натощак? Конечно. Ну что? Но я пока воздержусь. Хочу заснять его реакцию на этот, на фуникулер. Смотрите. Первая эмоция. Вау. Это, ребята, дорогого стоит эта реакция. Вы видели? Ященка тоже, походу, так не слабо орнула с этого. Это фавела. Посмотрите, ребят. Как Герман удивляется этой жизни. Видите, как девочку снизу вверх хорошенько фоткают? Я вам все, ребята, показываю. О, видите, как она загадочно поворачивает, приподнимая ножку. Опа, иностранцы, ребята. Тур-группа. Опа, ребята, вот это реальный эксклюзив. Полюбуйтесь на этот эксклюзив. Просто Реал Мадрид я вам показываю, ребята, чтобы вы видели. Эскалаторы. Представляешь? Как могут быть в фавелах эскалаторы? Вам сразу так и не скажу. Оля, амор, mi cielo, mi corazón. Понятно, ребята? Ребята, я не перестаю удивляться Колумбии. Это фавела. Как все меняется, да? Хорошая локация. Ты сюда тоже не сильно торопился. Такой, так а что мы будем сегодня делать? Я говорю, ну поедем в 13 район, а ты такой, ты говоришь, а что там делать? Я не Не знаю. все дозировано сюда есть. Не все сразу, да? Не, ну ты заметил, что я мало говорю, но больше как бы... Раз. Видеоконтент у меня тоже такой. Некоторые думают, что я говорю, но я показываю. Говорю я на самом деле мало. Более того, я даже не то, что говорю мало, я не doговариваю. Pero como me estás, ocupa me das ganas de ir a la mañana, porque me está dando la casualidad,
Ребята, сделаю вам панорамный видосик. Что только они понастроили здесь. Видите, чтобы просто по всем точечкам ходили, по всем закоулочкам. Заманивают вас как могут. Видите, орлики летают к вашим услугам. Повело, ребята. 13-й район. И здесь, видите, как вид с другой стороны. Видите, как, ребята, отснимываем по полной программе. Полетел орел. Видите, человек сел на стульчик в офис. Ну что, ты до сих пор не хочешь в 13 район ходить? Я очень хочу 13. Нет, действительно прикольно вообще класс посмотреть, конечно. То есть не высасывание из пальца, да, Нет, ходить, сосать нет, вот это. Вообще. Даже ни 1%. Двигаемся дальше, да? И там интересно. Герман имел неосторожность мне сегодня сказать, так а что мы пойдем в 13 район? Говорит, я не знаю, что мы там делать будем. Знаешь, Я да? ошибался. О, сейчас уже знаю, смотри. То есть сейчас ты уже знаешь, что здесь делать. Да. Видите, ребята, патриархат в полном его проявлении. Дядя, короче, именно скомандовал серьезно, как там. Этот именно чисто орлик, вы видите, смотрите. Тебе нравится мое чувство юмора? Ты зря не смотрел мой контент. Смотрите, как он команд, смотрите. Хоба-на. Я вам показываю всю ням-нямку. Я даже не знаю, кто лучше исполняет, смотрите. Ты как-то скучно путешествуешь по Да, Колумбии. ну да, ты видишь. Ну у них есть чему поучиться. Он говорит, отстаньте, пожалуйста, для начала от меня, я вам плачу. Настолько, насколько понял я, да, но я могу уточнить. Ну, судя по его как бы манере, как ты видишь, именно принимать именно фотографительные ванны, я мог бы и не удивиться, что это было сказано именно так. Бро, ты откуда? Сейчас все в карте будет. Маэстро como jugar. Смотри, сейчас взорвет. Do a soap. Окей. Do a soap. Окей, уже одна карта взорвана. Prigón. Смотрите. Memory Ага, the видели? Взрыв. Memory. Срез, смотрите, запомни, говорит. Я запомнил. Chafu. Срезай. Но так как я срежу, он не сделает. Смотрите. Chafu. Видите? Срезай. ¿Qué significa шафу? Que la mezcle. Перемешай. Срезай. Смотрите, Герман делает. Смотрите. Where are you from? Украина. Смотрите. Смотрите. На, не сорочка. Понеслась, смотрите. Фук. Говорит, запомнил семерку. Смотрите. Ну, видите, заряд. Видите? Сейчас тебе сделает. Сейчас тебе все сделает. Смотрите. Bro, your car. Си. Your car. Ага. Esta es tu carta. Окей, это моя карта. Си. карта. Си. Esta es tu carta. Си. Ми карта. No. Но есть ми карта. Es tu carta, no es tu Но. Смотрите сейчас. Пальчиком видите, как делает? Смотрите. Esa. Но. Смотрите. Esa. Но. Bueno. Как он демонстративно. Ninguna de las tres sea tu carta, ¿verdad No, que no? no. Toca una de esas tres cartas. Говорит, Toca никакой из una. трех. Нет, но. Toca una. Окей, только это. Esa. Pon la mano así. Опа. Así. Смотрите, как пальчиком видите делает. Car, ya, opción. Ай, си. Понятно? Вау, una misterio. Gracias, hermano. Смотрите. Bro, 50,000. Смотрите. Двушка не зашла. Два мила не зашло. Видишь? Видишь, вот как люди. Подавай. О, видите, все, уже ВРФ уже сюда пошел. Да, я ему не интересен. Смотрите, пошел качало туда, ребята. Смотри, сейчас будет предъява. Сейчас здесь его не заинтересуют люди. Смотри, опять к нам, понял, да? Опа. Пришли какую-то нычку. Я до сюда не доходил, это самый конец. Здесь 2 на 2, видите? Смотрите. Понятно? Давай поиграем, да? Давай не сегодня. Это прикол. Такой Не, если хочешь, мы можем поиграть с тобой. Я против тебя. Давай. ¿Por qué está como sucio? ¿Y por qué no limpian? ¿Cómo jugar? No nos quieren prestar la escoba.
Можем по одному разу, короче, поворотом дать, если хочешь. Хочешь? Good. Я нет, спасибо. Смотрите, Герман захотел водичку, показываю вам, короче, продавца тоже нарядненького. Where you from, bro? Ese con gas? Bubbles. Tiene con gas? Por favor. О, смотри, как уже, короче, кепочка, уже por favor, все дела. Сразу настроение поднимается. Gracias. Смотришь на таких людей, ты видишь. Вот на таких людей он смотрит, и настроение потом. Смотрите, как он именно строит, делает контакт. Ты хорошая. 4. Я готов. Понятно? Я Смотрите. готов 5. Смотрите. Вот это наши украинские хлопочики, готов даже 5. Наличка. У меня только наличка. Sí, ¿cómo se dice aquí? Parcero, caravana, mi socio, llavería. И зубки, видите, ребята, с этими, как они называются, с бриллиантиками. Eso, lo muy mismo bien. que dijo, eso. Sí. ¿Cómo se dice aquí? Parcero. Diga usted, compro, diga usted. ¿Y de dónde? Venezuela. Ah, yo conozco. Conozco Caracas, Venezuela. Yo vivo al lado, Maracay. Maracay no conozco, pero quiero conocer. С Венесуэлы. Венесуэла, да? Ага. Сразу видно человека. Dígale, А ты отличишь Венесуэлку от колумбийки? Вот и я. Nosotros no podemos diferenciar colombianos y venezolanos. ¿Y tú puedes? ¿Qué? ¿Diferenciarlos? Sí, Obvio, apariencia. Claro. ¿Sí? Obvio, sí. Y si ella El no... acento, el habla. Pero ¿Cómo apariencia, habla? Apariencia también. Muy bonita la venezolana. Estar bueno en su país. Como, esto es bueno, esto es good. Bacano. Хорошо, хорошо. Хорошо. Acá Хорошо. se dice chimba. Sí, yo sé. ¿Sí? No, chimba se dice... Я, Какого? я космонавт? Да это, бля, я не знаю. Самый первый парень на деревне, говорится. Я к тебе шел на свидание, старался как мог. То есть выряжался по полной Макс, программе. ну ты меня впечатляешь просто. Как все подобрано, как все изысканно. Цвета даже смотреть подобрал. Ношу годами, чтобы ты понял. Просто ношу аккуратно. И только к специальным людям вот на встрече. Ну у тебя вкус хороший, ты понимаешь? Хороший вкус. Вот как ты так во всем разбираешься? Это прокуратура твоя сказывается или как? Прокуратура. Зоркий взгляд, зоркий взгляд. Слушай, то есть специфика службы. Им там можно знать, что ты в прокуратуре работал или нет? Потому что это как бы такая почва для комментариев, то есть они там могут разгуляться по полной. Да там. пускай гуляют. Видите, какие простые ребята как бы немножко на Украине рождаются. Каких вот, там не только, как говорится, да, земля-то плодородная земля. Она там рожает, ребята. То есть не только в Колумбии, в Украине Ты видишь, тоже. Колумбия ночью вообще по-другому выглядит. Понятно, ребята? Обращайте внимание. А я сегодня такой, ну, чисто именно космонаряд, как все подобрано. Понятно? Вы этот наряд уже видели, особенно тот, кто как бы, ну, опытный зритель, кто здесь не первый раз залетел, именно шел где, куда, чего. А кто так чуть-чуть именно со сноровочкой, на опыте. 9:03, ребята, нарушаем закон. Снимаем сторис уже за этот, противозаконный уже. Видите, камера наблюдает, и охранник стоит над нами. Пришел закрывать. Вот, а тетя подсказала, говорит, ну пока мы переодеваемся, пускай он подснимет. Так что видите, ребята, ваше желание для нас закон. Народец пошел, у нас вечерний променад, мы уже выдвинулись, короче, по разным локациям. Вот. Детей кормят. Детей кормим, видишь. Герман, добрая душа, дети подбежали, говорит, давай, короче, еда. Что-то какое-то слово, а мы этих слов не знаем, короче. Он, видите, танцует тут танцы. Герман, короче, не может отказать. Но показывала на еду, если, знаете, там какие-то там слова непонятные, это одно. Босиком смотри. Так а мне что смотреть? Я знаю, вчера рассказывал, что босиком, что спят на улице раздетые, работают на улице, Мам, танцуют. закажи ему, скажи, что Эса? Уна, когда уна? Wow, Ага, уна. wow. Что он такое? Он уже показывает, что там, банан какой-то. Медиа, половина еды, половина блюда показывает. Видишь, как я тебя перевожу с языка жестов? Ты язык жестов понимаешь? Я тебя перевожу. Не совсем? так смотри, на рюкзаком, блядь. Ну, со школы, да. Украина, Медельин. Видите, Германа разрывают. Listen to me, one moment please. I am the rapper, the security. Welcome to the after party. Hey, hey, let's go everybody. Hey, Ucrania en Medellín. Ucrania en Medellín. And my bro is my friend, is my teacher. El king of the ladies, el king of the bitches. I got it bitches, I got it hoe. You are the best, you are the goal. Never stop, we are rappers on the building. Туси по-богатому. The bitches, my business. Wallenstein from the building. Это все для тебя танцы. Парсеру и Зеро. Сэр Герман, видите, Самый нормально. лучший певец в Колумбии. Супер. Para la mejor cantor de toda la Colombia.
Gracias. Знаешь, что говорят, лето это маленькая жизнь. Да? Ну лето, не слышишь, когда лето это маленькая жизнь. А вот, короче, поездка в Колумбию, такой тур по Колумбии, вот 2 дня, короче, мы протусили, посмотрел ты. Как общее впечатление вот от тура, вот то, что провел, короче, походили, погуляли, погрузил, показал, рассказал. Макс, что я хочу сказать, мне очень понравилось культура, понравились люди, понравился климат здесь. Ага. Вообще набрался массу впечатлений. Я Да. здесь побыл 2 дня, такое ощущение, что знаешь, я здесь как неделю здесь побыл. Да. Настолько эмоций у меня. Короче, на русском языке, сейчас без привязки к национальности, вот именно на языке, у людей такое мнение, что если они заплатят, короче, кому-то деньги за какой-то сервис или услугу, то они типа терпилы. Вот. У тебя, твое мнение, вот ты заплатил деньги за экскурсию, да, то есть она не бесплатная. Твое мнение, как ты считаешь, это нормальный ход или ненормальный ход? Есть ли смысл платить, нет ли смысла платить? То есть... Есть смысл сюда платить, потому что тебе могут показать то, что ты никогда сам не увидишь, уру, не сам людей. Во-первых, те места, которые даже гиды могут не знать. Макс мне показал такие места, которые даже гиды здесь местные не знают. Культуру раскрыл. Мне очень понравилось. Если говорить про долгий срок с этими знаниями, допустим, чем я поделился, ты потом смог бы, допустим, экономить деньги, вот тусуя здесь потом сам? 100%. То есть на всем причем. Начиная от жилья, правильно выбрать жилье, также кухня и все остальное. То есть, условно... Самое главное, что мне здесь понравилось, что комфортное пребывание. То есть я знаю, что я в хорошей гостинице, у меня хорошее кафе, где хорошая кухня. Я места могу посещать там, где люди, там, где безопасно. И я посещаю именно те места, которые действительно нужно посмотреть. А это немаловажно. Можно сказать, что если, допустим, ты остался там на пару недель, допустим, то ты Я бы за пару недель бы сам этот не посмотрел. сам бы не посмотрел, Не насколько... посмотрел, 100%. И А не так узнал. я максимум, как в кратчайшие сроки, посмотрел максимум. Но вот вопрос именно такой касательно финансовой составляющей, потому что это у них как бы такое основное. Давай сейчас здесь станем на секунду. Вот если бы ты, допустим, вот ты походил с туром, да, экскурсия, там познакомился, узнал, услышал. И вот если ты потом здесь бы остался и сам бы тусил, жил, ты бы... Это не соответствует. Нет, ты бы вот, допустим, за неделю, за 2, за месяц денег бы сэкономил бы больше, чем эта экскурсия или нет, по итогу? По итогу, если бы я здесь нанимал, вышло, я не знаю, раза 3-4 дороже. Потому что одна экскурсия, минимум час, $25-30. Опять же, это все время, это все растраты. А здесь я приехал, у меня полный пакет, я знаю, что я получу максимум из того, что я могу получить.